Вы никогда не задумывались, что вы теряете заказы на пустом месте? Вы заказываете рекламу, покупаете себе трафик, льете трафик на сайт, но заказов у вас нет. В этом видео я немножечко расскажу интересные цифры, и мы постараемся с вами осветить проблему слабых корзин, а точнее слабой последней странички оформления заказа. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Поехали! Совсем недавно я написал очень необычный телеграм-пост в нашем канале. И он был посвящен тому, что контекстная реклама и почему так важно идти в UX сегодня. Потому что многие думают, что клиент все равно купит товар, если он хочет. И это очень спорное утверждение. Потому что действительно, сколько вообще человек покупает товар после того, как добавил его в корзину или просто просмотрел. Давайте посмотрим на цифры, которые я взял из аналитики одного из своих клиентов. Я проверил это и на других клиентах, и цифры были плюс-минус одинаковыми. И давайте посмотрим. То есть плюс-минус, там, где был плюс, это значит, там были решения сделаны лучше. В среднем, по средней статистике, на 24 600 товаров лишь 5100 добавилось в корзину, а реально оформили заказ 800. То есть, если посмотреть, всего лишь 3,25% визитов принесли реальную сделку, а 84% тех, кто нажал корзину, но не принесли вам деньги. Я решил копнуть глубже. Конечно же, я и поспрашивал GPT, я и покопал Google, собрал огромное количество источников. Я представил много сайтов и обратил внимание, что согласно агрегированным данным, которые я собрал, за 2024-2025 год средний уровень отказов корзины, так называемый cart abandonment rate, такой показатель, составляет 70,19%. Примерно похож на наш, только у нас оказался он хуже. И я решил интересоваться, почему наш показатель оказался хуже. И, конечно же, начал копать в эту сторону. Это означает, что 7 из 10 пользователей, проявивших намерение совершить покупку, покидает сайт на финишной прямой. То есть в денежном эквиваленте для рынков США и ЕС это трансформируется в потерю 260 миллиардов долларов. Такой неплохой бюджет нескольких стран, да, вот если подумать, если некоторых небольших стран ежегодно. То есть, и которые теоретически могут быть возвращены исключительно за счет улучшения дизайна и оформления заказа. То есть из этой суммы потерянных, представьте себе, можно вернуть хотя бы 20-15% сегодня на свой сайт. И вы научитесь зарабатывать эти деньги, если досмотрите это видео до конца и, конечно же, поставите ему лайк. Давайте детально разбирать вообще все пункты относительно нашего анализа. И давайте разберем еще причину, почему люди отказываются заполнять корзину и оформлять заказ. Конечно, здесь нужно понять, собственно, глубину причины проблемы, потому что отказ от покупки редко бывает случайным. Это люди не совсем глупые мартышки, которые броунским движением движутся по вашему сайту. Чаще всего это результат действительно накопленных, как говорится, трений. Они могут быть связаны что-то не понравилось с ценой, передумали, все что угодно. То есть и мотивация к приобретению товара из-за каких-то мелочей, которые его отвлекают, может прервать его желание оформлять заказ. Такое возможно. Вот. И давайте посмотрим в целом на глобальную статистику. Да, если средний уровень отказов в мире мы оценили как раз 70,19%, это средний уровень такой по корзине, то самое интересное, что отказы на десктопах составляют 69%, а отказы на мобильных устройствах доходят до 85%. То есть что это означает? Это значит, что у нас львиная доля заказов теряется на этапе мобилки, в то время как на десктопе в целом вот эти 60%, 69% это как раз пример естественно брошенных, возможно, корзину. Потому что на десктопе человек может бросить ваш заказ, не оформить заказ по разным причинам. Он бросил для того, чтобы собрать корзину, потом передумал, забыл, либо купил в другом месте. Он смотрел итоговую стоимость в корзине, но его что-то не устроило. И вот обратите внимание, 70, ну 69 и 85%, вот эта разница в 6% кроется как раз вот на примере мобильных устройств. И эти 6%, представьте себе, если это были бы на 6%, вы бы увеличили заказы к существующему трафику. То есть вот к существующему трафику у вас был плюс 6% еще к тем заказам, которые у вас есть. Сколько это денег можете сейчас
посчитать. А пока посчитайте, напишите, сколько бы вы денег, если бы вот эти 6% вы бы сделали, к с вашим цифрам, напишите внизу, сколько это было бы, допустим, в месяц чистой прибыли. Вот просто интересно. На самом деле мы проанализировали мнения всевозможных западных экспертов и причины деконструкции, почему человек отказывается, вот что в этих 70% находится. Давайте немножко разберем. Первый пункт — это, конечно, неожиданные дополнительные расходы. Это самая весомая причина отказа. То есть есть такая штука, как стикер-шок, когда вы что-то добавляете в корзину, и готовая цена сильно изменилась. Ну, то есть там доставка добавилась, какая-то еще ерунда добавилась. То есть это одна из причин. Да, до 40% доходит это значение. Психологически это воспринимается как нарушение негласного контракта о честности цены. Второй момент, действительно очень важно, доходит до 26% отказа по статистике. Это принудительная регистрация. Требование создать учетную запись перед покупкой — это второй по значимости барьер. Если же у вас регистрация требуется, она происходит принудительно, человеку нужно авторизоваться, где-то нужно ввести номер. Примеры я просто сейчас вам покажу. Яркий пример. Магазин Комфи. Прекрасный магазин, наверное. Но когда вы пытаетесь на нем что-то купить, если вы не авторизованы, вам нужно вводить номер телефона и ждать кода подтверждения на этот телефон. Этот код подтверждения еще нужно ввести. Если устройство его еще распознает, да, оно там подскажет, там можно его ввести. Если он его не распознает, этот код, он придет как-то с задержкой, произойдет какой-то сбой на этом этапе, вы не сможете продать этот товар вот на вот этом этапе. То есть из-за сбоя смс-верификации товар может быть не продан. Второй пример. Вот та же система. Здесь человек уже вводит все свои данные. Вводит, да, допустим, вот я сейчас пытаюсь ввести данные, он даже пытается, то есть не может его ввести. И вот сейчас я обязан ввести код с смс, который придет на этот номер. И если я его поменяю, но он его опять заглючит, и код уже не придет. Тоже вот это те элементы, которые точно не нужно ставить на вашем сайте. Следующий момент, который я не смогу, конечно, показать на экране, но я думаю, вы сами найдете такие примеры. Это сайты, где есть способ оплаты, указывается, и способ оплаты требует ввода карты вручную, где нужно вводить данные своей карты. Это один из триггеров, он может потерять до 25% вообще потенциальных заказов. Мы рекомендуем переходить на платежные системы, да, может быть, там теряете на комиссиях, но платежные системы, оплата через Apple Pay, через Google Pay — это то, что нужно делать. То есть если у вас есть возможность, если вы работаете в B2C-сегменте и нужно указывать данные карты. Если в B2B-сегменте там требуются какие-то другие способы оплаты, там чаще всего выставление счета, там подобные вещи, это нас сейчас не касается. Мы берем сейчас такой формат, где именно B2C-сегмент, именно в чистом виде, или если B2B, ну, с покупкой онлайн. Данные карты вводить — это считается, ну, дурным тоном на сегодняшний день на сайте. Как бы это странно ни звучало. Может быть, ввод данных карты это полезно для других видов бизнеса, это SaaS-бизнесы, которые продают услуги, да, по подписке. Но мы про них поговорим в другом видео. Если вас это интересует, напишите в комментариях мне, либо в Telegram-группе, ссылочку на которую вы увидите в описании, и можно в нашей Telegram-группе написать мне пожелания, что бы вы хотели, чтобы я рассмотрел в следующем ролике. Следующий пункт, который я бы говорил, это, конечно же, сложный и долгий процесс. Давайте покажу вам на пальцах сложность, незапутанность, вообще оформления заказа, какая она может быть. Это один из магазинов, с которым мне пришлось столкнуться лично на мобильном устройстве. И покупка на нем вызвала у меня просто непередаваемую ненависть. Причина простая. Вы сейчас видите его на десктопе, он уже выглядит на десктопе плохо. Я вам покажу, как это выглядело на мобильном устройстве, чтобы вы понимали весь мой уровень мучений. То есть автоматически имя оно мне не подбирало, то есть вообще не подбирало имя, мне приходилось его вводить вручную. То есть более того, обратите внимание, мне нужно писать номер телефона, e-mail было нужно писать руками, и еще нужно было заполнить место запомнить, допустим, да, я пишу Одесса, да, ну окей. Он мне так вот, окей, сейчас, ну, он мне выдал, но при нажатии вот он мне не выдавал на мобильном устройстве, на десктопе он еще более-менее это выдает. Вот, наверное, код оператора, да, то есть и он этот в прописывании кода здесь еще оно бывает, может заглючить. Ну, давайте 0.93, вот оно сейчас продолжит. Вот, сейчас оно эти поля сохранило. Вот это, кстати, полезная штука. Я про нее потом буду более детально говорить. И вот вы видите, как оно выглядит, да, допустим, с поштомате. Вот вы выбираете. Обратите внимание, да, то есть e-mail надо. Здесь нужно писать призвище. То есть я уже его писал, мне надо его еще раз писати. Там наверное, было ім'я. Повинно бути на кирилиці. Окей. Кирилл. Вот. И вот здесь вот поштоматы.
Надо было вот его вот так вот выбирать, выбирать. Окей, вот мы вот здесь давайте 38393. Вот. Он говорит, що не знайдено, вказано клиентом. Это вообще вызывает еще меньше доверия. То есть, окей. То есть вот вы здесь видите, здесь карта отлайн при отриманні у відділення. То есть я выбрал самого из поштомата, какое відділення. То есть при отриманні у відділенні чи карткою онлайн. Это вообще, то есть я должен здесь вот вводить карту, то есть дальше. Додать код на знижку, вот здесь вот, да, вот его, допустим, підтвердити замовлення. На мобилке это нажималось все просто ужасно. Это долго. И вот это, на этом этапе оно могло глючить. Более того, я уже нажал підтвердити замовлення, вот только сейчас оно вот думает, валидация, переплавлення на оплату. Видите, какая вот страничка. То есть вы видите вот эти вот куски поломанных страниц, переплавленная оплата, оно уже вам не вызывает доверия. Да, вы перешли на, окей, вы видите название ТОВ Макро плюс трейдинг, но вы были на сайте Timex. Вас уже смущает, что это какое-то другое ООО, которому вы платите какую-то сумму денег. Это все видно, и это, ну, вообще выглядит просто ужасно. К сервису платежному претензий нет, это портмоне, это достаточно неплохой платежный сервис. Но вы видели сейчас, как выглядел ужасно и недоверчиво, сложный и долгий процесс и с багами, где нужно было все это сделать ручками, дописывать, доводить. Давайте немножко разберемся. Вы видели огромное количество полей. Среднее количество полей в США и в Европе на самом деле требуется для заполнения 23 поля. Это вот огромное. Но идеальным количеством полей считается по юзабилити всего 12-14 элементов. Вы можете сесть, написать на бумажке обязательные поля, которые нужны для заказа, просто посчитав их по корзине, и создать этот список универсальных 12 полей, которые вам нужны, а остальные сделать, возможно, опциональными. Там при желании их можно заполнять, разворачиваемые при добавлении. Но вам для корзины не так нужно много полей. Вдумайтесь над этим. И проблема кроется именно на этом моменте. Экономика полевода, каждое поле лишает вас дополнительной конверсии, дополнительных денег. Представьте себе, чтобы каждое лишнее, плохо работающее, неработающее поле заставляло вас терять, допустим, 1% ваших заказов. Сядьте и подумайте над этой цифрой, подумайте, сколько вы теряете денег. Следующий момент — это логика архитектуры потока действия клиента. То есть вечные дискуссии, и они уже идут 2 года, и, может, будут идти следующий год. Но мой опыт показывает, что есть 2 подхода: одностраничный и многошаговый. Я вам покажу сейчас примеры отличия одностраничного и пошагового подхода, многошагового подхода. Пример, который вы, конечно же, знаете, это сайт розетки и Комфи. Это у нас будут многостраничные подходы, где вы что-то покупаете через многостраничную логику. Вы не зарегистрированы, вы находитесь на сайте, и вам нужно что-то купить. Например, мы купим Ягермейстер. Да, мне 18 лет, вот эти попапы — это обязательная штука для товаров, которые требуют 18+. Обязательно, без них человек должен вернуться обратно. Секс-шопы вообще должны этот попап иметь просто по умолчанию. Вот, мы добавляем корзинку и оформляем заказ. Обратите внимание, мы сейчас попадем... уже у розетки одностраничная логика, но мы к ней сейчас вернемся. Что происходило в конфе? Когда я в конфе добавлял заказ, вот мы сейчас приостанавливаем авторизацию. То есть вот обратите внимание, да, вот что вы имеете сейчас, и вот вы имеете уже здесь, допустим, оформление заказа. Вот. У Конфи же, когда вы находитесь, вот вы находимся в корзине, мы переходим к оформлению, вам встречается вот такой шлагбаум. Этот шлагбаум требует от вас, чтобы вы ввели номер телефона. Давайте я сейчас введу номер телефона. Вот мне пришел сейчас номер телефона, мы его вводим, точнее вот этот кодик пришел, мы его вводим сейчас на сайте. И этот кодик, собственно, он должен на мобилке у вас автоматом распознаться. Но если вы с компьютера, то вам приходится тащиться за телефоном, вводить его руками и, собственно, дальше попадаете на второй шаг. Второй шаг — вы попадаете уже непосредственно на заполнение заказа, и в этом заполнении заказа вы вписываете все свои данные, как вы есть, оно там распознает вас, есть ли вы или нету. И, соответственно, вот вы уже видите свой товар. Это уже, собственно, вот многошаговая логика. То есть первый шаг вы прошли, второй шаг вы уже здесь. Давайте разберем плюсы и минусы первого и второго этапа. Если мы сравним по восприятию скорости, то здесь вам нужно заполнить всего лишь нужные поля, выбрать там, например, куда вам отправлять. То есть здесь как бы заполнение заказа происходит максимально быстро. То есть
То есть здесь, понятно, еще нужно дополнительно делать авторизацию. Это, кстати, это тоже один из моментов. Ну, давайте мы возьмем какой-нибудь магазин, который типа еще Foxtrot для сравнения, у которого тоже есть своя корзина и тоже своя логика. Мы еще что-нибудь сюда кинем, как раз и посмотрим. Почему мы смотрим такие магазины? Да потому что мне некоторые из них нравятся, некоторые мне симпатизируют корзины, некоторых вот мне очень нравится логика работы. Вот. Собственно, здесь я могу записать все, что угодно. Могу вписать, сочинить любой номер, да, допустим. И мы будем как раз это сейчас заполнять. Вот. И взяли номер. Здесь же мы проходили целый этап. То есть восприятие скорости. Здесь я могу вписать все гораздо быстрее. То есть вот могу писать все это быстро. Если момент, да, что типа тут надо писать по-украински, либо, ну давайте мы что-то придумаем. То есть вы видите, да, что оно вот работает. Ага, буква «и» не работает. Ну давайте. Вот, то есть, вот в таком виде. То есть, видите, есть простая такая система проверки. E-mail, телефон, мы его сделали. То есть, напоминаю, что в этом этапе, да, то есть, в том этапе с магазином Timex мы делали все в одну линию. То есть мы здесь в рамках одной линии. Это пример on-page checkout. Это пример multi-page чекаута, на который вот мы проходили первый, второй этап, потом еще и подтверждение будет. То есть прогресс-бар может отказаться быть огромным, и это вы здесь тоже теряете клиента. Второй момент — когнитивная нагрузка. Вот здесь она больше, потому что здесь много этапов, которые нужно заполнять, где-то сбиться, что-то ты не так сделал, ты надо пересмотреть. То есть в то время как здесь вы прошли первый этап регистрации, на втором этапе ваша задача — это увидеть доставка, оплата, получатель и нажать просто кнопку «Оформить заказ». То есть здесь как бы происходит гораздо быстрее, тут все очень просто. Ну и, конечно же, аналитика. Здесь вот что мы имеем. Здесь аналитика будет работать лучше. Вот на этой системе multi-step. А на single-степе аналитика будет работать хуже. Вот я делал им заказ с 3 попыток, да, и с третьей попытки я заказал. Первые 2 попытки, они даже не узнают, на каком этапе я сорвался, где сорвались мои нервы. То есть, по факту, вот это один из примеров. И, конечно же, производительность. В OnePage, конечно, производительность выше, потому что меньше кликов. Ты нужные поля поклацал, заполнил, они автоматически подставились, выбрал себе отделение, выбрал себе способ оплаты, авторизовал, добавил свои данные просто методом автоподбора, проверил, чтобы оно все правильно залились. Да, при автозаполнении данных, вот когда вот это нажимаете так вот тап, у вас подставляются контактные данные, просто проверьте на своем телефоне, на своем же сайте, подставляются ли адресные данные с вашего телефона у вас на ваш интернет-магазин в корзине. Просто сами проверьте, вы увидите много интересного, что с Safari браузера оно может работать, с Chrome может не работать или наоборот. Вот. Ну и, конечно же, по поводу рекомендаций, где подходит, конечно же, сингл и где мультис. One Page Checkout победитель действительно для простых товаров, где у вас просто продается косметика, все что угодно. А мультипрогресс чекбар годится для сайтов, где товары достаточно дорогие, либо вы знаете, что у вас новых клиентов практически нет, у вас уже одни и те же покупают без конца одно и то же, они уже давно авторизованы у вас на сайте. Да поэтому этот мультипейдж чекаут будет происходить автоматом, потому что первый шаг будет пропускаться для регистрации. Но идеальным решением на самом деле существует. Идеальное решение — это аккордеон. Аккордеон — это вот, собственно, вот эта логика, где человек нажал, и у него есть волшебная кнопка, которая вот на мобилке, то есть вы ее на десктопе не сильно замечаете, но на мобилке ее видно очень хорошо. Когда вы только ввели контактные данные, тут это если я постоянный клиент, где человек может ввести номер, его авторизует и запустит. Это очень простая система, реально классная система. Я бы ее копировал в наглую у этого сайта просто на ура. То есть я, когда логинюсь через эту систему, мне приходит просто в чат-боте подтверждение, я нажал «Да», и я авторизован. Все, просто одно телодвижение. Ну, вот здесь самая ценная кнопка — это эта маленькая фиолетовая кнопка, которая как будто была добавлена отдельно. То есть вот она вот сейчас вот свернуть, да, вот вы видите, какая логика работает. И если я нажму «Продолжить оформление», у меня вот эти данные свернулись. И они уже здесь занимают какое-то определенное место. Я могу здесь выбрать, вот, допустим, я выбираю Киев, самовывоз из магазина, я вот выбираю супермаркет. Все, я выбрал супермаркет, хопа, и оно свернулось. И мне легко вернуться, посмотреть, что я за данные я вводил. Это и есть аккордеон. Идеальное, отличное решение. То есть главная ошибка при сворачивании пройденного шага, да, показывает только заголовок. Нет, нужно показать не только заголовок, а еще вот эти данные, которые введены.
Вот здесь нужно поработать дизайнеру, поработать, верстальщику, чтобы вот эти данные были красиво. Вот, например, я хочу выбрать там банковский перевод, к примеру. Все, я вижу. Получатель я, и вот я смотрю на свой заказ, мне легко перепроверить данные. Всего лишь пару скроллов, я вижу все данные. Но самое ценное аккордеона заключается в том, что в момент, когда я нажимал вот эту волшебную кнопочку фиолетовую, уже информация частично отправилась на сервер с моим недозаполненным заказом. И мне могут со мной могут связаться, мне могут написать, если этот заказ действительно важен, а не там какое-то барахло написано имени, да. То есть у них есть контактные данные, и менеджер может перезвонить. Возможно, клиент не разобрался, как оформлять заказ. И у вас пришел лид с информацией, а у вас товар, допустим, стоит 15 тысяч гривен на ювелирное украшение. И какая-то женщина не разобралась, или мужчина пожилой не разобрался, как делать этот заказ, на вашей корзине застрял, не знает, как оформить его до конца. И вы перезвоните ему и скажете, вот я принял ваш заказ, он приедет по вашим данным. Там придет в магазин, вы его придете, заберете. И вы получите клиента. То есть уже вот это решение позволит вам заработать дополнительных денег. Следующий момент — это действительно гостевой чекаут. Это такая штука, которая позволяет вам оформить заказ без верификации, без регистрации. Человек просто указывает свои данные, не требуя проходить его вот этот шлагбаум, где шлагбаум отсутствует, либо спрятан, либо вежливо предложен, но его можно обойти и ввести просто данные руками. То есть вот эта вот проблема принудительной регистрации как стандарт — это то, на что я бы, конечно же, уже бы сегодня, в наше время, забывал. И нужно добавлять функцию — это guest checkout как опция по умолчанию. Не принудительная авторизация, а guest checkout. Как это выглядит? Смотрите внимательно. Возвращаемся к нашему конфи, который, конечно же, выглядел отвратительным. Возвращаемся к нашей розетке, где нужно для оформления заказа обязательно войти, верифицироваться. Эти 2 магазина, они чем, известны тем, что они на рынке уже существуют много лет. И эту систему они сделали, потому что у них одни и те же клиенты, чтобы люди не делали, ну, заказы как угодно. Вас, скорее всего, эта проблема будет, этот момент будет резать вам трафик. Он будет лишать вас продаж. И в большинстве случаев ваши клиенты просто, ну, заходят на ваш сайт впервые, в то время как на розетку и на конфи многие заходят уже далеко не в первый раз. Подумайте, вообще, существуют вообще люди за вот этот период времени, да, огромный период времени, сколько существуют эти 2 сайта, кто зашел на него вообще впервые, значит, покупать. Какой там вообще доля трафика новой аудитории, если так вот сесть подумать. Там огромное количество людей, которые уже давным-давно по этому сайту гуляют и зарегистрированы, докидали все товары в корзины. И вот смотрим внимательно, и мы видим вот это барьер. А вот здесь есть то понятие гостевого чекаута. Человек может не нажимать вот эту кнопочку, не авторизоваться через соцсети, а просто сделать себе гостевой чекаут. И стратегия Just Buy, она действительно дает возможность купить этот товар. Отложенная регистрация может предложиться человеку потом, после там «спасибо за покупку», может прийти письмо, что мы там зарегистрировали вас, мы вам выслали ваш временный пароль. То есть может быть такая отложенная регистрация после покупки. У вас же есть e-mail, у вас уже есть его телефон, вы можете его верифицировать через этот телефон и создать ему учетку. И по этой учетке человеку уже автоматически авторизовать. То есть в момент оформления заказа у него автоматом происходит логин в личный кабинет. То есть создается личный кабинет, и он сразу логинится, у него он же видит иерархию свой заказ. То есть очень многих thank you page страничка, она просто бросает человека в никуда. А ведь вы можете сделать так, чтобы этот thank you page происходил с мягкой регистрацией, переходом на его оформленные заказы. Кто это сейчас использует? Обожаемое мною кафе California Republic, в которое я люблю оформлять заказы, люблю заказывать покушать вкусно. Когда я что-то оформляю, появляется страничка, где я могу отследить свой заказ. Ведь это прекрасно. Я могу знать, что вот мой заказ сейчас делается. Вы можете показать клиенту, что его заказ сейчас в работе, и показать этапы его обработки. Там вот он будет, сейчас вот он в обработке, вам позвонят, его спакуют, его отправят, и он будет видеть эту игру прохождения его заказа до его дома в ручке. Следующий момент, очень интересный, это страничка чекаута должна быть полностью изолирована от основного сайта. Ее функционал должен быть минимизирован так, чтобы вообще можно было только, допустим, перейти там на логотип, на главную, максимум. Давайте посмотрим. Мы возвращаемся к нашему волшебному фокстроту, и у него нет шапки, у него нет подвала. У него страничка чекаута выглядит так. Точно так же смотрим конфи.
У Comfy точно так же. Обратите внимание, я сейчас просто вам открою его на мобилке. Вы видите, вот на мобилке он выглядит вот так. На десктопе вы видели, что там нету каталога, нету ничего лишнего. И смотрим наш магазин, который мы смотрели, вы видите, что тут точно так же. Чекаут сделан, ну, вот единственный момент, тут есть еще телефон для того, чтобы человек мог просто позвонить. Ну, допустим, если он застрял, не знает, что сделать, он мог еще просто позвонить. Вот, вы видите, вот это не нужно на странице, вот это все не нужно, вот это все можно сносить, оно здесь вообще не нужно. Какая подписка? Человек покупает товар, вот до этого можно смело обрезать и все. Вот, яркий пример, как можно делать. И, соответственно, где мы там были на том магазине, обратите внимание, вот это все, ну, может быть, тут и надо, поверьне, про нас, вот это все еще можно, но вот это не надо, оно вам не нужно. Зачем оно нужно? Что он будет искать? Он уже покупает. Убирайте. Поэтому изолированный чекаут решает все проблемы. Ведь любой мисклик, любое попадание не туда, клиент не вспомнит, как туда попасть, как вернуться. И все. И вот на этом моменте, убирая навигацию, вы помещаете пользователя в туннель, где единственный выход — это завершение покупки или нажатие на логотип для возврата на главную. То есть у него 2 пути. Все. Это снижает вероятность того, что пользователь будет читать что-то лишнее, какой-то блок или там условия возврата. Зачем оно вам надо? Вы продаете. Представьте себе, если бы ваш продавец, уже фактически добивая сделку до конца, спрашивая, вам удобнее платить налом или картой, да, внезапно начинал рассказывать: а у нас еще такие условия возврата, у нас еще такие условия там доставки, вот у нас еще такая штука. Его клиент не будет слушать, он купить, у него уже кошелек греет карман, уже нагревается, ему нужно расстаться с этими деньгами. Он должен просто получить свою покупку, свои дозы гормонов, свою радость и, соответственно, радость получения покупки. Он это должен получить, а не создавать ему ненужные, бессмысленные проблемы. Теперь давайте разберемся с самым интересным. Это, конечно же, дизайн форм и микровзаимодействие. Как говорится, дьявол в деталях. Потому что именно на вот этом уровне взаимодействия и кроется все, где можно просто профукать ваш заказ. И, конечно же, давайте разберем все пункты по очереди. Первое, что мы будем смотреть, это, конечно же, оптимизация полей и сокращение вот так называемых трений. Первое, на кого мы, конечно же, посмотрим, да, это практически то, что многие магазины имеют отдельно имя, призвище, поля, которые нужно заполнять. То есть, если мы обратим внимание, да, нужно заполнять имя, фамилия, отчество. Это все очень сильно бесит, где нужно заполнять 3 разных поля. Это, конечно, неплохо реализовано за счет того, что эти поля автозаполняются при помощи iOS автозаполнения, но это автозаполнение его можно программировать, чтобы оно склеивало имя, фамилию. Да, оно так умеет, если правильно его настраивать. И в некоторых магазинах на самом деле имя, призвище добавляется в виде одного поля. Вот, например, здесь. Можно добавить его в виде одного поля. И этого достаточно, чтобы оно, и более того, оно распознает, что там было введено ли через пробел. Западные пользователи прекрасно понимают этот паттерн, а браузер справляется с заполнением. Это минус одно поле и минус один клик или тап. Второй момент — это адресная строка. Вот, допустим, когда вы там доказываете адресную строку, да, курьерного почта, вот это номер будинку, номер квартиры, вот это вот, когда вы там вписываете. Это, конечно, классно, эти адресные строки, да, то есть нужно мне что-то писать, если я живу в доме. То есть дополнительные поля являются ли они обязательными? Могу ли я его не заполнять? Лучшая практика, то есть когда добавляется кнопочка «Добавить квартиру офис». То есть вот когда человек ввел номер будинку, да, и вот тут вот, вот здесь кнопочка «Добавить квартиру офис», он нажал, она добавилась. Вот. Более того, не нужно его делать обязательным. Третий момент — это телефон. На самом деле у нас принято почему-то в Украине обязательно просить номер телефона. Ну, как бы, да, потому что нам могут позвонить. Вот, но телефон нужно действительно запрашивать, если он необходим для курьера. То есть и, конечно же, нужно обязательно ставить галочку вообще, зачем используется будет телефон. Человек указывает телефон, чтобы ему что, писали, звонили, либо с вами максимум свяжется только курьер, а мы взаимодействовать будем только через электронную почту с вами, да. Или, допустим, вы сможете подписаться на наши мессенджеры, там, на бота, там, и мы будем вам писать через бота. То есть, на самом деле люди, указывая телефон для заказа, чаще всего переживают, что на этот телефон кто-то будет звонить и будут там что-то предлагать или будут присылать бессмысленные смс. Вот этот момент обязательно нужно говорить, что там телефон
Он не нужен для регистрации. Для регистрации достаточно e-mail либо авторизации через соцсеть, а телефон лучше использовать, конечно же, там для других вещей. Но в Украине работают немножко другие правила и законы. К телефонному номеру вообще отношение отвратительное, то есть и как бы конфиденциальности это не работает. Но если вы будете выходить за рубеж, там мнение с точностью наоборот. Вот. Ну и, конечно же, это ошибки в валидации. То есть, что это значит? Это когда человек начал вводить данные, и оно ему пишет, что что-то тут у вас не так, что что-то вы написали с ошибкой. То есть, например, да, допустим, вы вписали данные, сейчас ничего нет, ну вот я сейчас написал, но я специально написал данные с ошибкой. И вот этот данные с ошибкой, они потом появятся только если я начну оформлять заказ. То есть если я там нажму на кнопочку в замовлення, вот, посмотрите, что я увижу, да. Что там, номер будинку, номер квартиры, то есть оно только сейчас мне говорит в виде попапа. Как правильно делать? Валидацию лучше делать на этапе, вот на этом этапе. Вот видите, человек нажал, блин, ну да, я ошибся. Не надо заставлять его заниматься и с поиском воли. Он должен просто найти эту как говорится, валидацию. То есть инлайн-валидация — это проверка сразу на ходу. И, конечно же, адаптивные сообщения об ошибке. Видите красную рамку? Избегайте ее. То есть по возможности. То есть если вы делаете красную рамку, то только с пояснением. Вот как у Фокстрота сделано шикарно пояснение, да, то есть вот так можно делать, вот так нельзя делать. Смотрите, тут мелким текстом номер указан неправильно, хотя еще номер не вводил, но номер уже указан неправильно. Это катастрофа. Это 5 баллов. Ну, я бы делал не такой ярко-красный, а чуть приглушенный. То есть и алгоритм Луна. Для полей кредитных карт необходимо использовать валидацию по алгоритму Луна в реальном времени. Это позволяет выявить опечатку на номере карты мгновенно, не отправляя запрос в банк и не заставляя пользователя ждать. Про алгоритм Луна мне подсказал вежливо как раз ChatGPT. Ему огромное спасибо. Точнее, не ChatGPT, а Gemini. Он мне подсказал про этот алгоритм, потому что я о нем лично не знал. На самом деле интересный алгоритм, советую всем погуглить и разобраться, как он работает, распознает, правильно ли человек ввел карту с ошибками или без. Это для того поля, про которое я говорил, что стараемся его не делать, там, где все-таки карту нужно вводить. Ну и, конечно же, следующее поле — это верификация адресов. Вот верификация адресов — это вечная проблема у большинства вообще сайтов, потому что когда человек вбивает адрес, там, вот как, допустим, найти конкретный город? Вот, окей, я вижу здесь конкретный город, то есть предиктивный ввод. Это называется такая классная штука, когда человек вбивает, и оно ему подсказывает, да, есть такой адрес, ты можешь его подтвердить. Или же такого адреса нет. Вот, допустим, если мы вернемся сейчас здесь, и будем искать здесь, допустим, Мисто, да? Напишем онлайн. О, нашло ты, смотрите. Только на самом деле, что их таких два. Подольский и Ананевский район. Ну окей, вот как раз вот берем село. Вот. И, соответственно, теперь нажимаем «Зберегти». Способ доставки. Тут у нас есть відділення, поштоматы. А вот сейчас я нажимаю, вот он мне все-таки предлагает, что есть 3 поштомата. Как раз вот я их могу выбрать. Вот, я его выбрал. В общем, я не вижу, что он выбрался, потому что он как-то так выбрался внизу. Обратите внимание на верификацию. То есть предиктивный ввод и обработка несоответствий. Вот видите, я могу ввести просто несуществующий поштомат. Оно не говорит, что такого нет. То есть обработка несоответствий, то есть система должна предложить исправленный вариант, вы имели в виду, то есть обязательно должна стать возможность использовать адрес веген. Да, то есть я могу так сделать, вказано в клиентах, да, ну а вдруг это неправильно? Ну понятно, что человек мне потом перезвонит, если сделал что-то неправильно. Вот. Ну и, конечно же, есть еще такой момент, допустим, вот когда вы вводили данные, вот смотрите, здесь было имя, да, я вот так вот могу убрать, и здесь оно стало пустым. Если я вернулась обратно к этой корзине, он все-таки у меня его заполнил. Видите, тут был текст. Вот я могу сейчас написать его, да, а потом вот сейчас удалю, а здесь это еще остается. То есть вот эти вот поля, они по умолчанию были пустые, сейчас они стали красными. И если там был какой-то текст, например, Петров, например, имя, при удалении поля они исчезли. Плейсхолдеры не должны исчезать. То есть теряется контекст. А что я здесь должен был написать? Что?
Вот это те проблемы, то есть floating labels, да, плавающие лейблы. То есть когда неактивно, лейбл находится внутри. Что конкретно здесь должно быть, какое поле. Если человек уже начал писать, то, как говорится, он уже начал писать. И еще из моментов, на которые я бы хотел обратить внимание, обратите внимание, вот сейчас вот где-то реализовано хорошо. Вот, как это реализовано. Вот я удаляю, и я вижу, что здесь было имя, фамилия, отчество. Смотрите, экономится огромное количество места. Если вот здесь вот мы были, здесь призвище, имя, вот эти пустые места, оно находится друг над другом, выглядит это некрасиво достаточно. То есть реально некрасиво выглядит. Ой, не дай бог, я нажал сюда. Я все-таки нажал на эту кнопку. Вот. То placeholder, который идет внутри поля и появляется, если удалить данные, это гораздо лучше. То есть исчезающий placeholder — это классно. То есть, если человек, допустим, вот я удалил, вернулся, да, допустим, не вижу это. Вот так оно классно. То есть, это действительно экономит вертикальное пространство и, как говорится, сохраняет контекст. Ну и, конечно же, это мобильный чекаут. Все нужно тестировать на устройствах. И чем хуже у вас устройство для теста, тем лучше, что вы это делаете. Я специально пользуюсь, ну, не просто как SEOшник, я обожаю маленькие телефоны. Мне они очень нравятся. Я люблю небольшие устройства, потому что при помощи них я могу и проверить UX клиентов, а во-вторых, они не занимают много места. И маленькие телефоны я действительно обожаю, потому что они решают две мои задачи. Вы, соответственно, точно так же можете обзавестись для тестирования небольшим устройством, когда вы делаете UX-аудит, например, ресурса, либо доверить, купить небольшой телефон вашему тестировщику, вашему разработчику на проекте, чтобы он тестировал, что он там накодил, нарисовал. Потому что здесь теряются деньги. Именно вот на этой магии теряются огромные деньги на ваших заказах. И давайте немножечко по пунктам пройдемся, что лучше делать на мобилках. Первый пункт, который мы рассмотрим, это так называемая зона большого пальца и стики-кнопки. Например, есть ряд ювелирных магазинов, допустим, например, «Золотой век». И есть такой же магазин ювелирный «Укрзолото». Их корзины чем интересны? В них есть очень необычный функционал приклеенной корзины. В наших примерах, которые мы смотрели здесь, кнопка покупки находится внизу. Вот она просто такая вот, до нее надо долистать. Иногда пролистывание занимает много времени, иногда нет, но вот она вот находится здесь. У некоторых ювелирных магазинов я обратил внимание, что у них есть очень необычный формат вообще покупки товара. То есть вот мы сейчас оформить заказ, заходим в мобильную версию, и кнопочка «Оформить заказ» находится такая приклеенная внизу. Вот ты не промажешь. Она вот есть здесь. Здесь я, если не ошибаюсь, примерно та же логика. Вот вы на мобилке находитесь, вот я добавляю товар в корзину, вот, и попадаю на чекаут, оформление заказа. Здесь нет, здесь оно все-таки сделано так. Но, кстати, что мне здесь понравилось, как они сделали плейсхолдеры, которые мы рассматривали с прошлого. Здесь плейсхолдеры сделаны в таком формате, то есть окей. А здесь плейсхолдеры сделаны так, как будто это строки, обратите внимание. Это мне тоже очень нравится, то есть это сделано не в виде квадрата, который имеет вот такой вот ужасный очерк с цветовой гаммой, да, а оно сделано в едином стиле, и как бы видно сразу, я начал вводить, вот здесь надо вводить те или иные поля. Вот видите, да, он еще снизу подсказывает, например, Шевченко, да, а тут мы напишем Иван. Нашли Иван, например, Шевченко. Номер телефона, пожалуйста, вот он съел. Давайте какую-то почту ему дадим. И еще мне очень понравилась вот эта вот волшебная кнопочка на мобилке, просто 5 баллов. Копируйте у волшебного Укрзолота идеальную кнопочку, куда вам писать. Вот просто мессенджер, который человек хочет, куда ему писать. Зручные вы его заставите выбрать что-то одно. Телегу, Вайбер, WhatsApp. То есть вы не пишете ему во все мессенджеры. Либо по звонок по телефону, либо пишут в Вайбер, либо в Телеграм, либо в мессенджер пробуют его найти, да, по номеру, либо e-mail будут исключительно писать. Вот. И обратите внимание, как это удобно сделано. Это идеальный для мобилки функционал. То есть второй момент — это размер тапа. То есть здесь мы говорили про стики элемент покупки. То есть вот сразу человек может оформить заказ, и, как говорится, вот он или вот есть. Все. Вот оформить заказ он нажал,
Нужно все заполнить, он так мне не позволит. Ну, вот эта кнопка, она вот, собственно, и будет срабатывать при покупке, когда вы все заполните. У Укрзолота, в принципе, логика такая же. Мы все проходим этапы, вот мы видим выделенную четко цену. Второй момент — это, конечно же, выбор клавиатуры. Я не смогу показать это сейчас вам на экране, но когда человек вбивает номер телефона, какая клавиатура чаще всего выводится? Должна выводиться номерная. Да, та, которая выводит цифры. Там выводится текстовое поле, там должна выводиться клавиатура цифровая. Проверьте на своих корзинах, какая клавиатура у вас выводится, когда вы вводите номер телефона. Потому что если на цифровых значениях у вас выводится не цифровая клавиатура, обычно текстовая, значит, нужно что? Нужно заставлять пользователя переключать кнопку, выбирать цифры, вводить цифры. Это все бесит и отвлекает. Для e-mail аналогично нужно выбирать клавиатуру на английском языке с символами собачка и ком. Да, эти разные клавиатуры существуют на всех телефонах, вы не поверите, они тут есть. Ну и, конечно же, по поводу там интегрирования этих атрибутов воспринимается как сломанный интерфейс. Ну и, конечно же, интеграция цифровых кошельков. Интеграция Apple Pay и Google Pay — это вообще must-have на сегодняшний день для мобильного чекаута. Эти методы позволяют вообще пропустить весь этап ввода адреса, данных карты, постоянно напрямую платить с устройства. То есть если у вас есть возможность оплатить через Apple Pay, через Google Pay, просто что-то нажал, ему всплыла платежка, он оплатил, все, он получил вы получили деньги, он получил, как говорится, себе четкое подтверждение, что он сделал оплату и сделал ее правильно. Это сокращает время оформления заказа до нескольких секунд и повышает конверсию, по мнению западных специалистов, на 15%. Ну и самое важное, когда вы вообще проектируете мобильный дизайн, помните, есть такое правило, это тапа, зон большого пальца. Все кликабельные элементы должны вписываться в такой вот квадратик 44 на 44. То есть не меньше. Если у вас тап-зона меньше, и вы нужно в нее попадать, вы заставляете пользователя нервничать, и он промахивается по кнопкам, а вы теряете на каждом рейдж-клике, такие вещи называются рейдж-клик, как мем, да, рейдж-мемы, вы теряете продажи. Перейдем к интересной главе, которая больше будет популярна для западного сегмента, потому что я проводил это исследование. Это платежный интерфейс и доверие, вообще психология транзакций. Потому что этап оплаты — это зона доверия. Здесь пользователь наиболее уязвим и подозрителен. Как говорится, выбор метода оплаты, который у вас есть, это то, что вообще клиент должен видеть в первую очередь. Давайте я покажу вам на примере. Обратим внимание, тот самый магазин Укрзолота, который мы смотрели. И что мы увидим? Мы видим в данный момент, что у него вот есть абрит способ оплаты. И вот тут человек может выбирать, какой ему нравится. Вот это, конечно, прелодер, это ужасно. Но он может здесь выбирать все, что ему нравится. Он видит весь список, они у него видны. Если мы посмотрим, допустим, на вот этот магазин, да, то есть вот он здесь выбирает. Давайте Одесса мы выберем. Вот, мы здесь выбрали. Курьер, новая почта. Или там с магазина вот мы выбрали. Давайте какой-нибудь магазин. И вот смотрите, вот оно только сейчас появилось. Здесь в списке способ оплаты виден сразу. Он еще ничего не выбрал. Этот выигрывает магазин по вот этой корзине. Здесь он видел только на этапе, когда он прошел весь предыдущий. То есть вы спрятали от него. Вообще прятать выпадающий список способа оплаты, который проходит после такого вот прохождения предыдущего этапа способа оплаты. Это моветон. И это считается дурным тоном, потому что вы теряете здесь доверие. И правильное размещение может повысить конверсию на 32%. Правильно показать способы оплаты, которые видны. Второй момент — это, конечно же, наличие отсрочек оплаты. То есть обратите внимание на оплата частями, возможность выбрать нужное количество платежей. Это вообще считается идеально, потому что на сегодняшний день, имея возможность сделать рассрочки, где сразу человек видит, сколько он платежей платит, это очень сильно увеличивает вероятность, что, скорее всего, товар купит. То есть 4 платежа там или там по какой-то сумме — это гораздо лучше влияет на восприятие цены. И обратите внимание, у этого я выбрал отсрочку, я не вижу, сколько я плачу. Вообще, это бред. А вот здесь я вижу идеальное решение, как надо оформлять блок миттєвої розстрочки. Третий момент — это так называемая ловушка промокода. Смотрите, промокод находился здесь свысока. То есть поле для ввода промокода — это обоюдоострый меч. Если оно слишком заметно, пользователи, у кого их нет, этих промокодов, да, чувствуют, что они переплачивают и могут не купить, могут уйти, искать этот промокод, пойти искать его на почте. То есть искать магазин название купон, часто попадать на сайте конкурентов, либо вообще аффилиатов и не возвращаются.
Поэтому наличие поля ввода промокода желательно куда-то прятать, куда-то где-то внизу, там где-то как-то там есть. То есть промокод вводить на каком-то другом этапе. Но вообще сам по себе промокод это такая вот вещь, действительно, она опасна. Лучший способ вообще прятать промокод это вот делать вот так вот. Где-то там вот у вас вот применить подарочную карту, там человек может там добавить промокод, делать вот такую текстовую ссылку, у вас есть промокод, и человек может его ввести. Следующий пункт, который я хотел бы обсудить, это логистика и доставка. На самом деле, вы никогда не задумывались, что вы когда заказываете товар, вы никогда не знаете, когда он точно приедет. А это действительно очень интересно и важно, потому что вы должны знать, когда вы его будете забирать. Ведь вы можете так подгадать, чтобы, ага, вот мне удобно будет заехать после работы и забрать этот заказ. Или, ага, я в этот момент буду дома, я смогу забрать этот заказ через курьерскую службу. Это очень полезно и важно. Особенно, если вы заказываете товар, а он едет в регион, который доставка не один день, а там несколько дней. Я часто заказывал товары в интернет-магазинах, которые ехали очень долго. И отсутствие вообще понимания, когда приедет заказ, я, допустим, делаю заказ в субботу, а я понимаю, что он приезжает ко мне аж в среду, потому что его там не обрабатывали в воскресенье, да, кинули в понедельник, он ушел там на заказ, в среду только приехал в Одессу, да, и в среду только вечером я его забрал. Как бы, и если бы я знал, что так он будет долго ехать, я бы, может быть, бы и отменил заказ, заказал в другом месте, переплатил бы, но получил бы раньше. Отсутствие этой информации, оно действительно потом может очень негативно влиять. И я вот расскажу на примере, как это лучше делать. Мы снова будем смотреть корзинки на мобилке о разных сайтах. И, например, здесь мы выберем сейчас доставку в Киев, например, и выберем, допустим, доставку новой почты. Мы будем брать самую популярную доставку новой почты, искать конкретное отделение в конкретном городе. Конечно же, возьмем, давайте вот Пироговский шлях отделение. И все. Когда оно будет? Где она будет? Когда я смогу его забрать? Никакой информации. Окей, идем в другой магазин. И вот я вижу здесь отделение новой почты. 1-5 дня. Вот звучит, да, вот хорошо звучит так, по-нашему. На украинском точно так же. Вот, прекрасно звучит, поэтому смотрим. Отделение новой почты, выбираем это отделение, второе отделение. Вот мы видим, окей, тут уже лучше информация. Мы видим уже дата, когда можно будет забрать. Ну а когда? Мы время видим, а когда его можно будет забрать? Смотрим третий магазин, и вот здесь, вот, допустим, мы выбираем отделение новая почта, и мы видим здесь конкретно уже время. Ну, конечно же, здесь вот я выбрал конкретное отделение, да, но я не вижу, да, вот когда оно будет работать. Да, вот время вот с того сайта было прикольно реализовано, но я вижу, какого числа ко мне приедет, что я тут хотел купить. Ноутбук классный, на подарок. Он приедет как раз в Рождество, и я его смогу, как говорится, добавить на елку. Видео монтироваться как раз будет позже, вы его будете смотреть после Рождества. Скорее всего, да, после Нового года даже более чем уверен. Поэтому я, собственно, это и снимал видео как раз вот идеально хорошим настроением. Поэтому вот обратите внимание, это казалось, визуализация срочности, вот мы видим визуализацию, она вот очень полезна. Конкретная дата, диапазон дат — это второй вариант. То есть вообще доставка 3-5 рабочих дней — это фу, вот просто фу. Вы общаетесь с людьми, а не с машинами. Вы к людям относитесь по-людски. Напишите дату. Человек понимает дату, когда это будет. Если ему пишет «доставим завтра», то завтра, он понимает, что сделал заказ, завтра будет у него. Слово «завтра» тоже прекрасно звучит. Оно звучит по-человечески, понятно, а не так вот, как вот, а не никак, вот как здесь, и не вот так. Фу. По поводу SEOшки мы замеряем показатель ENP, и замеряется он очень просто. Вы заходите на сайт, открываете конкретную корзину, вот уже нашу корзину. Вот представьте, что это ваша корзина, вот это она, это ваша корзина. Выбираете вот здесь Lighthouse, у меня уже выбран здесь. И вместо Navigation, да, то есть мы переходим в TimeSpan. Выбираем Mobile, нажимаем Performance и нажимаем Start TimeSpan. Что это значит? Сейчас ничего не произойдет, пока мы не нажмем вот эту кнопочку. Наша задача сейчас скроллить, нажимать на поля, выбирать там, допустим, другие поля, допустим, тут писать там. Вот видите, он залагал, да, вот это вот сейчас вот он думает, да, допустим, человек там пишет Киев, да, вот Киев, вот это вот все это вот считает, замеряет, вот это все это время. Ну, давай вот отделение, видели вот этот отклик? Сколько времени оно вот отклик работает? Да,
Давай, отделение номер 2. Вот оно сейчас выбрало, продумало. Я нажимаю Enter Expand. Что оно занималось? Оно замеряло разницу времени между моими нажатиями и откликом. То есть сколько времени происходит между нажатием на кнопочку и как быстро реагирует интерфейс вот в этой системе. Вы удивитесь, но здесь, в этой странице, самые худшие показатели скорости на вашем сайте. Возможно, на других страницах у вас все будет прекрасно, у вас там отличные показатели, но вот эта страница самая будет медленная по всем метрикам. Я более чем уверен. По одной простой причине. Здесь огромное количество скриптов, огромное количество проверок. И по показателям она будет всегда отставать. У нее будут ужасные показатели по Total Blocking Time и тому подобным вещам. Соответственно, все эти метрики можно смело изучать, смотреть, что у вас, какие скрипты тормозят, что конкретно работает, какой скрипт вызывает максимальную задержку. Работа здесь не початый край. Анализировать ENP по Core Web Vitals в этом блоке очень важно. И вы скажете: Николай, так зачем надо? Это ж страничка не индексируется, она же вообще не нужна. Так вот, я вам скажу, что она-то нужна. Если тут будет лагать, и оно будет подлагивать в момент нажатия на формы, человек закроет эту страницу. Если оно реагирует слишком медленно на ваше взаимодействие, на ваше нажатие, с долгой задержкой сервера, клиент просто психанет заполнять эту страничку 10 минут. Он ее, как вот с тем магазином часов, который я вам показывал, он и просто психанет заполнять. Поэтому избегайте сложных вычислений в момент ввода данных. Минимизируйте выполнение тяжеленных JavaScript в этом потоке. И оптимизируйте размер дом дерева. Это вложенность элементов этого аккордеона. То есть эта метрика является для вас действительно критичной. И здесь можно потерять огромное количество денег, если это все будет работать и лагать. Ну и, конечно же, SEO-стратегии для чекаута и корзины. Страницы корзины и чекаута не содержат уникального контента и не должны индексироваться поисковыми системами. Их индексация будет приводить к каннибализации трафика, к проблемам с дублированным контентом и трате краулингового бюджета. Но существует распространенное заблуждение, что эти страницы нужно блокировать в Robots. Это ошибка. В Robots их блокировать не нужно. Потому что если вы ее заблокируете в Robots, то есть вот disallow checkout, к примеру, да, сделаете, то робот Google не сможет прочитать ее содержимое, но сможет проиндексировать ссылку на нее. И если она встречается на других сайтах, это будет выглядеть как ссылка без описания. Правильное решение нужно делать, использовать метатег robots, метанейм robots, content no index, вот такой вот он. Вы его вводите и непосредственно на страницах корзины и чекаута. И при этом robots.txt на эти страницы должен быть открыт для сканирования, чтобы робот мог зайти, увидел тег no index и ушел. Ну и напоследок, мы не будем это делать вживую, вы можете это посмотреть самостоятельно. Проследите сейчас перед праздниками, после праздников будете смотреть, там будут следующие праздники, там будет День Валентина на днях, там еще что-нибудь будет, 8 марта, любой другой праздник, который будете, либо будете заказывать в Доминос на вторник себе пиццу. Обратите внимание, после того, как вы оформляете заказ, какую страничку вы видите в конце. Вот это так называемая thank you page, страничка подтверждения, то, что человек уже видит, когда расстался с деньгами. Если она пишет, вы видите страничку «Спасибо, ваш заказ принят» и больше ничего, 2 вам садитесь. Садитесь 2, вы проиграли доверие клиенту. Если же человек видит развернутую информацию, что вот его заказ, вот его чек, вот он будет, вот дата, когда он будет, вот сколько это денег, а сколько ему кэшбэк бонусом начислено. Про кэшбэки, если хотите, я запишу тоже видео, почему кэшбэк лучшее решение на сегодняшний день, чем просто скидка. Напишите, я вам всю математику изложу. И, конечно же, вот как только человек видит красивую развернутую страничку после покупки, просто я хочу, чтобы вы прислали классные странички thank you page с ваших сайтов, либо с сайтов ваших конкурентов мне в телеграм-группу. Ссылочку на телеграм-группу я оставлю в описании этого видео, где я общаюсь с каждым, кто напишет мне, моим зрителям. Я не пропускаю сообщений в нашей группе, там очень теплое такое ламповое общение, я буду всех раз вас там видеть. Но я все-таки перечислю элементы идеальной страницы подтверждения заказа, вот этой thank you page. Кстати, почему thank you page классно использовать? Потому что вы можете отслеживать, когда человек уникально открыл thank you page, вы можете это фиксировать уже как конверсию конкретной страницы. То есть человек купил, и у вас thank you page, посещение уже финальное, это как раз отправлять можно событие, что покупка сделана. Ведь так проще простого, потому что это уже сделанный заказ, сделанная покупка. То есть крупный заголовок «Спасибо, ваш заказ принят» и номер заказа. Как говорится, зеленый цвет для дофаминового верификации.
По поводу номера заказа. Я рекомендую не использовать нумерацию +1, потому что конкуренты могут мониторить, сколько у вас продаж. Используйте рандомную нумерацию, например, когда у вас первая цифра это номер недели, а вторая цифра там прибавляется какая-то еще там. И вот этот номер заказа 61 325, там, к примеру. Пускай они ломают голову, сколько у вас реально заказов. Вот и все, мне все равно, пускай они думают. Но вот сделайте такую систему, это реально очень прикольно. По номеру недели, года, например. Вот. Summary заказа, конечно же, нужно показать, что человек купил, да, там адрес доставки, телефон, итоговая сумма, когда приедет. То, про что мы говорили, да. Следующий момент можно делать кросс-сейл. Человек купил, вы выводите, сколько у него там кэшбэк бонусов, вы выводите там снизу релевантные товары, которые он может себе тоже докупить. Да, он в первом заказе не докупил, но он может прямо сейчас их докупить. Докинуть заказ, и менеджер перезвонит, вам объединить заказ? Он скажет, да. Он скажет, отлично. Ну и, конечно же, создание аккаунта. Именно здесь нужно разместить, придумайте пароль, чтобы отслеживать заказ. Именно вот на этом этапе человек уже ввел данные, вы ему говорите просто вот финальное поле, придумайте пароль. Если человек его не придумал, вы можете ему сгенерировать и выслать на почту. Когда он закрыл эту страницу, если он закрыл ее, отправить на почту, мы ему сгенерировали временный пароль на вашу корзину, на его почту. И все, он верифицирован. И еще, более того, можно ненавязчивая галочка, приглашение с объяснением ценности, подписаться на рассылку. Получайте советы по уходу за купленным товаром. Идеально, красиво и подойдет вам для вашего бизнеса. В качестве вывода я скажу, что идеальный чекаут — это не магия, а действительно скрупулезное удаление барьеров. То есть, следуя представленным в этом видео данным, я вам выложил, я переработал огромное количество источников, и я вам постарался выложить все, что самое ценное для создания вашей идеальной корзины. То есть это все увеличит вашу прибыль. Если внедрить эти практики, так, если верить экспертам, да, то согласно прогнозам вы вернете 35% реально потерянных заказов. 35%. Просто сядьте и посчитайте, сколько можно денег срубить. И если вам нужна консультация по UX, техническое задание, как переделать именно вашу корзину, вашему разработчику, вашему дизайнеру, то есть чтобы это все воедино соединить, еще и вашему аналитику, который аналитику и рекламу настраивает, к примеру, вы знаете, что можно написать мне на наш сайте, в наш Telegram, в наш Viber, куда угодно со мной можно забронировать консультацию и, конечно же, заказать у нас услугу по написанию ТЗ персонально для вашего интернет-магазина. Ведь нет ничего невозможного, а продажи терять нельзя. На этом спасибо и пока-пока.